Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радекин Максим. И я, Борис Марцинкевич. Всем добрый день. Глава МИД Венгрии заявил, Венгрия может прекратить поставки электричества на Украину, но не хочет пока. А венгерская нефтяная компания МОЛ может остановить отгрузки дизеля на Украину со своего НПЗ в Братиславе в связи с перебоями поставки нефти по дружбе. Борис Леонидович, пожалуйста, расскажите, с чем это может быть связано и почему Венгрия до сих пор это не сделала? Ну, давайте по порядку, потому что у нас тоже как-то достаточно однобоко подается информация. Что касается поставок нефти, давайте с нее. Нефть, матушка. С того момента, как было введено эмбарго на поставки российской нефти, морской поставки, у Венгрии есть исключение из этого правила, причем оно дано бессрочно до того момента, пока не появится некий альтернативный маршрут. Это одно из направлений, одна из частей маршрута «Дружба», южная так называемая, проходит по территории России, далее по территории Белоруссии, через территорию Украины уходит в Словакию, из Словакии в Венгрию. Строилось это все, напомню, в советские времена, и в комплекте вместе с этим магистральным нефтепроводом строились и заводы в странах, входивших в состав Совета экономической и взаимопомощи. В Чехословацкой социалистической республике и Венгерской народной республике. Они никуда не делись. Технология переработки была сразу поставлена под средней плотности высокосернистую нефть марки «Юралс». Соответственно, переходить на переработку чего-то другого, это вызывает сложности. Любая другая марка, это необходимо очистить все емкости, причем очистить паром. То есть, это остановка завода на какое-то время, достаточно продолжительная, от полугода до года может такое продолжаться, плюс смена катализаторов. То есть, операция займет действительно довольно много времени. Это один момент. Второй момент, то, что это исключение Еврокомиссия вынуждена была предоставить, но с условием поставки нефтепродуктов в другие страны Евросоюза запрещены. Вы получаете нефть, потому что никакого другого способа обеспечить себя у вас нет, ну, тогда будьте добры, сами себя и обеспечивайте. Почему идут поставки дизельного топлива киевскому режиму, тоже достаточно понятно. Если это наша нефть, значит, по объемам производства дизеля больше, чем бензинов. Употребить каким бы то ни было способом внутри Венгрии нельзя. В соседние страны Евросоюза поставить невозможно. Морской границы нет, вывести куда-то невозможно. Остается город Киев. Что, собственно, и происходило. Может ли Венгрия остановить? Ну, насколько я понимаю, заявка от государственной компании МОЛ, тоже стоит обратить внимание, это не проявление какой-то частной инициативы, совершенно осмысленное действие центрального руководства Венгрии. Да, потому что у Украины есть обязательства, как у кандидата на вступление в Евросоюз, запрет нарушать энергетические интересы стран, уже входящих. Украина это правило отодвинула в сторонку. Жалоба со стороны Братиславы и Будапешта в адрес Еврокомиссии была, и Еврокомиссия не реагирует никак. То есть, по отношению к Венгрии нарушаются все правила предусмотренные. Там есть и письмо поддержки Трампа, но это уже скорее эмоция. С юридической точки зрения, если нарушается энергетическая безопасность Венгрии, это так. Бомбардировки, там, ну, не знаю, налеты БПЛА на дружбу, ну, это уже совершенно очевидно. Плюс вся эта полемика политиков в Венгрии, политиков киевских. Это все неинтересно. Да, действительно, она может остановить. Вопрос, что она с этим дизельным топливом будет делать. Складировать у себя, уговаривать население Венгрии в срочном порядке пересесть на дизельные автомобили и куда-нибудь продать бензиновые, сказать сложно. Поэтому политическая риторика, вот такие громкие заявления, это одно, а какими будут действия на практике, сказать, ну, на мой взгляд, не так просто. Понятно, что есть еще одно направление экспорта в Сербию, но в Сербии есть свой нефтеперерабатывающий завод, и тоже вроде бы все в полном порядке. Так что, прежде чем делать такие заявления, видимо, мол, о чем-то подумала. В каком-то направлении дизельное топливо, излишки дизельного топлива
ненужное для внутреннего рынка, ну, необходимо куда-то либо продавать, либо что-то еще делать. Не знаю, пусть думают, что-нибудь да придумают. Двигаемся дальше. С электроэнергией. Напоминаю, что западная часть Украинской ССР – это центральная часть самого большого в истории человечества инженерного сооружения объединенной энергосистемы «Мир». Мир, если мы смотрим с востока, начинался у нас в Сибири и заканчивался вот там, в странах Восточной Европы, которые на тот момент входили в Совет экономической взаимопомощи. Что характерно, никто не агитировал вступать в объединение «Мир». Делали они все совершенно добровольно, просто по экономическим соображениям. Поскольку часовые пояса стали производственным фактором, добавление еще 2 часовых поясов за счет стран Совета экономической взаимопомощи шло только на пользу всем. Перетоки осуществляются между Украиной и Румынией, между Украиной и Словакией, между Украиной и Венгрией, между Украиной и Польшей. При этом действительно самым крупным поставщиком электроэнергии, если брать долю импорта, общий объем импорта электроэнергии Украины за 100%, на долю Венгрии приходится чуть ли не половина. Связано с тем, что именно в направлении Венгрии проложены линии электропередач 750 киловольт. Самые большие, самые крупные. Но это в теории и в среднем по больнице. Если смотреть на то, что происходит сейчас, последние 2 недели Украина является чистым экспортером. Производит больше электроэнергии, чем ей необходимо. Поставляет охотно всем, кроме Польши. Судя по данным НСЭ, вероятнее всего, либо идет ремонт линии электропередач, которая в Польшу уходит, либо в Польше что-то еще произошло. Объем перетоков равен нулю. Вот уже почти на протяжении месяца. Что там произошло, я, к сожалению, найти не могу. Не очень хорошо владею польским, несмотря на фамилию. На день сегодняшний, если брать перетоки между Украиной и Венгрией, баланс в пользу Украины, и то, что делает объединенная энергосистема Венгрии по отношению к Украине, это балансировка. Излишки электроэнергии забираем. Если есть какие-то провалы в вечернее время, наблюдаются, поставляют. Сложить те и другие объемы по киловатт-часам. Украина впереди. Что у них там по деньгам, опять же, статистика НСА не показывает. В Европе достаточно сильно диверсифицированы тарифы дневные и ночные, вот могут быть сложности. Тем не менее, слова Петра Сиярта, министра иностранных дел и внешнеэкономических связей, не просто так сказаны. Я думаю, что господин Сиярта внимательно следит за тем, что происходит с газотранспортной системой на подконтрольной Киеву территории. Там опять начали взрываться кондиционеры. Вечная проблема украинская, ничего с этим не сделаешь. Причем происходит это на узловых газокомпрессорных станциях в Полтавской и Харьковской области. Что касается газового хозяйства Украины, напомню, что с 1 января российский газ не идет напрямую, идет в обход через Турцию, только по турецкому потоку, и выглядит это все достаточно замысловато. Из России по дну Черного моря в Турцию, из Турции в Болгарию, из Болгарии в Сербию, из Сербии в Венгрию, оттуда в Словакию. Результат оплаты всех транзитных услуг приводит к тому, что стоимость природного газа на подконтрольной Киеву территории сейчас выше, чем в Евросоюзе. Где-то на $100 за 1000 кубометров в среднем превосходят те котировки, которые дает хаб TTF. Есть собственная добыча, и с учетом потерянных, так скажем, территорий, баланс должен был сойтись. В принципе, никакая иностранная помощь и не требовалась, вроде бы. Но сейчас выясняется, что заполнение подземных хранилищ газа, отопительный сезон потихонечку приближается, в том темпе, который необходим, не получается. Не получается по самым разным причинам. Попытка поставлять в обратном направлении газ по трансбалканскому газопроводу, он сейчас не задействован. Это была часть большого европейского проекта «Газовая вертикаль». Трансбалканский газопровод, напоминаю, шел по территории России, Украины
Молдавии, Румынии, Болгарии уходил в Турцию и дальше на юг Европы. Сейчас, поставив новые газокомпрессорные станции, газопровод может работать в режиме интерконнектора с севера на юг, с юга на север. Если смотреть с юга, то регистрационные терминалы Греции и Италии привели газ в обычное состояние, можно поставлять наверх, на север, до Польши. Польша 2 года назад построила соединение с Литвой. У Литвы с советских времен система магистральных газопроводов сияния севера. Это уже Эстония. Эстония еще в 2020 году построила газопровод-интерконнектор с Финляндией. Прекрасный совершенно проект, но он не пошел, потому что существенной частью являются подземные хранилища газа на территории Львовской области. Причина тоже понятна, если все это рассчитано под поставки СПГ. Напомню, что и в Польше есть регистрационный терминал, и в Литве есть регистрационный терминал. Но поставки морем – это не поставки по обычного нашего газа сетевого, это пауза между приходами танкеров-газовозов. Если вы хотите, чтобы потребление шло без вот таких рывков, там, в связи с плохой погодой на море, пара танкеров задержалась на неделю. Ну, что делать? Нужно подземное хранилище газа. В подземном хранилище газа вот та самая тяжелая украинское кондиционерное заболевание, я не знаю, какая-то пандемия там с этими кондиционерами. И, соответственно, этот проект для Еврокомиссии ушел в прошлое. Есть большой риск, что газ закачать удастся, а извлечь его уже не получится, потому что опять что-нибудь взорвется. Тем не менее, как вариант, маршрута для поставки газа на территорию Украины это теоретически оставалось. Либо из Греции, либо из Турции. У Турции тоже есть регистрационные терминалы. В Турцию, напоминаю, приходит газ не только по турецкому потоку, но и по голубому потоку. Есть собственная добыча, есть газопровод из Азербайджана, есть газопровод из Ирана. То есть там варианты могли быть. Но совсем недавно в Одесской области на границе Украины и Румынии, как нам сообщила пресса, случилось что-то непонятное с газоизмерительной станцией «Орловка». Если это действительно только газоизмерительная станция, ну, простите, это счетчик. Его можно переставить в любое другое место. Все, что он делает, это считает кубометры, которые по нему прошли в ту или другую сторону. Точно такая же газоизмерительная станция стоит на румынской стороне, никакой проблемы нет. Но есть подозрение, что если новости об этом поступили в СМИ, то одноименная газокомпрессорная станция тоже могла выйти из строя. В таком случае все, что у Украины оставалось для заполнения ПХГ, это маршрут из Словакии и небольшой мощности трубопровод из Польши. И сейчас возникают проблемы с тем, что поставку из восточных областей, а Харьковская и Полтавская область – это уже восток, подконтрольный Киеву, и основные регионы собственной добычи, газ тоже не сможет прийти в Львовскую область и улечься в ожидании зимы в подземные хранилища газа. И в том случае, если Украина не справится с задачей заполнения ПХГ до нужного объема, действительно критическим становится вопрос генерации электрической энергии, и критическим становится вопрос, придет ли Венгрия на выручку. Венгрия не приходит на помощь, Венгрия приходит именно на выручку, пользуясь русским языком по назначению. Для того, чтобы получить хоть какую-то выручку, украинский метод известен. Дайте денег. Будут ли давать деньги, будут ли они в нужном объеме, сказать сложно. То, что очень велик риск того, что энергодефицит возникнет, сейчас становится очевидно, тем более, что менеджеры, работающие в ГШ Российской Федерации, тоже могут внести какие-то коррективы во всю эту кампанию заполнения подземных хранилищ газа. Они умеют это делать, менеджеры эффективные, методов достаточно много. Поэтому к словам Сиярто стоит прислушаться, с учетом того, что, как я уже говорил, нарушено со стороны Украины ее обязательства как страны кандидата на вступление в Евросоюз. Венгрия, у нее полностью развязаны руки, особенно после того, как Еврокомиссия отказалась реагировать на действия Киева.
Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы также вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в ваших социальных сетях. Это тоже помощь нашему проекту. Всем всего доброго.